станция метро Liberty Square. И посмотрите сюда, тут гробницы прям находятся. Много люди читают нынче. Это нормально. Но самое классное, это когда вы поднимаетесь наверх. Обратный отсчет ступенек до вершины горы. Друзья, всем привет из ветреного Тбилиси. Я вот поднялся на фуникулере наверх, на горку. Парк называется Мцацминда, как я понял. Если я правильно произношу, извините, могу неправильно произносить. В общем-то, здесь вот такая вот телевизионная вышка у нас имеется, на которую я пока не понял, как подняться. Ну, я думаю, возможно ж как-то, но пока не нашел как. Ну, кстати говоря, вид открывается обзорный, очень классный. На самом деле в парке большое количество аттракционов, но ничего практически не работает сейчас. В выходные что-то работало, а в будние дни, ну, все практически закрыто. В том числе и рестораны, да, я вижу, что какой-то один работает, но в целом немного здесь веселухи, скажем так. Что есть поесть. Судя по оформлению, напоминает что-то из 30-х годов. Знаете, по виду лавочек и общего оформления главного бульвара, так скажем, в парке, да? На самом деле очень красиво. Смотрите, какие беседки классные. Это вот закрыто сейчас зимой. Точнее, уже весной, но почему-то еще не работает. Было бы классно подняться наверх телевизионной башни, вот в эту рубку, да? Но я пока не понял, как это сделать. И возможно ли это. Ну, странно было бы, если бы это было невозможно. Ну, вообще. Будочки с глинтвейном и кофе. Да, можно выпить что-нибудь здесь горяченькое. Но самое классное, это когда вы поднимаетесь наверх на фуникулере, да, и открывается вам такое вот красивое здание верхней платформы. Оно внутри красивое и снаружи тоже. Ну, просто, опять же, напоминает что-то из 30-х годов. Просто бомбическое. И фонари вообще, и лавочки, и все оформление, оно прямо дышит этой вот эпохой. И, пожалуй, именно в хорошем таком помпезном смысле. Со всех сторон красивое здание. Посмотрите. И, конечно же, вид на город открывается. Давайте посмотрим перед тем, как ехать вниз. Еще раз на город. Весь город как на ладони, смотрите. А вот, кстати говоря, отсюда виднеется мост Мира. И там очень классный парк. А также на фуникулере можно подняться на другую гору. Соседнюю, чуть пониже. Наиболее хорошо отсюда видна вот такая вот хаотическая застройка города. В старой части, да? Ну что, поехали постепенно обратно. Заходим в зал, значит, главный. А так вот выглядит нижняя станция фуникулера. Для тех отважных людей, кто захочет идти пешком, вот есть такая тропинка. Ведет тоже прям на гору. Честно говоря, в шоке, какой интересный город Тбилиси. Ну, посмотрите сюда. Тут гробницы прям находятся. Смотрите сами, как здесь красиво. Тут даже словами не описать, я просто балдею. Кстати, от средней станции можно тоже поехать вверх на фуникулере. Ну или вниз. А можно пройтись пешочком до конца на гору. Вообще интересно, ребят, я до горы Мцацминда дошел пешком снизу вверх. Вот уже виднеется вершинка, там ресторан и телевизионная башня. Ну не только ресторан, также сама станция, естественно. Верхняя станция фуникулера, вот она здесь. Обратный отсчет ступенек до вершины горы. Ох, почти дошел.
Это вот наверху горы Мандацминда есть такая вот заброшка. Написано, что это шашлычная. Вот. А изначально я, честно говоря, думал, что это верхняя станция не функционирующего ныне фуникулера наверх. Ну, то есть раньше был еще один фуникулер. Вот и сейчас функционирующий, который в городе, да, есть. Раньше еще другой был, с которым случилась трагедия в 90-м году, который упал вниз, да, кабинка упала вниз. Там тормоза отказали, она, в общем-то, повредила там все, и люди погибли. Очень большая такая трагедия была. Сейчас планируют скоро открыть эту станцию, чтобы снова она работала, ну, судя по всему. Но я думал, что эта вот станция как раз-таки являлась верхней станцией фуникулера. Оказалось все проще, оказалось, что это шашлычная. Вот никогда бы не подумал. С другой стороны, вот вид с горы, да, вот видите, телевизионная вышка. Логично, что здесь должна быть шашлычная тогда уж. Но при этом, что это вот за рельсы такие тогда? Может быть, это раньше была верхняя станция фуникулера? То есть я запутался. Надо как-то узнать. Ну, а это вот я так думал, какая-то касса, да, должна быть. Но нет. Непонятно, короче говоря, что это было. История умалчивает. Но если кто-то знает, напишите или скажите мне. Может быть, местные подскажут мне. Много люди читают нынче. Вот, кстати, красивый отель Астория. Вообще, самая красота Тбилиси во внутренних двориках. И мы с вами еще прогуляемся по ним и посмотрим. Этот балкончик особенно интересный, да? Конечно, вид не очень хороший, но мощь она видна отсюда. Хочу сказать, что парки в Тбилиси весьма неплохие. Вот гуляешь, и, в принципе, все так приятно организовано. Различные культурные памятники расположены. То есть, нет, здорово. Здание парламента Грузии с обратной стороны. Если вы любитель архитектуры советского периода, то вам Тбилиси точно понравится. Вот я считаю так. Это опять же здание парламента продолжается. И вот мы выходим на улицу Руставели. А здесь здание парламента с лицевой стороны расположено. Просто классное. Это, друзья, дворец Воронцова в Тбилиси. Здесь у нас станция метро Liberty Square и монумент независимости Грузии, к которому мы сейчас идем. Это нормально. Площадь независимости. В прошлом площадь имени Ленина. Вот такая красота здесь. Ну что, как вам оформление этой площади? Как по мне, так поприятнее, чем площадь Ленина смотрится. Я смотрел картинки. Но все равно очень многое напоминает о былых временах. Допустим, это здание. А фонтаны какие. Правда, не работают. Ну ладно, что ж, что имеем. А теперь мы идем по Пушкинской улице. Здесь много ресторанчиков, разнообразных отелей. И, в общем-то, много мест покушать. Ну, также, видимо, поменять валюту в том числе. Всегда очень много туристов здесь, на этой улице. Много юристов и туристов на улице Пушкина. Прогулки по Тбилиси, в принципе, нравятся в любую погоду. Очень красивый город сам по себе. Вино. Хинкали. Что вам еще нужно знать про Тбилиси? В общем-то, все. Здесь что-то древнее, я так понимаю. Здесь вино по каким-то не очень хорошим ценам. Здесь написано, что какой-то пеший тур. Не знаю, не ходил с группой в Тбилиси здесь. Вот, друзья, это моя самая любимая часть города. В первую очередь вы уже знаете почему. Из-за архитектуры. Посмотрите, вот по этой стороне у нас что виднеется? Красота виднеется. Вот что я считаю. Да тут со всех сторон красота, в принципе. Просто ходишь и наслаждаешься ритмом жизни этого города, что он интересный на самом деле. А вот там виднеется базарчик, который я почему-то не замечал. Кстати говоря, вот лавка с зарядкой.
Но зарядки уже, я так понимаю, больше нет. Ну что, идем дальше смотреть, что у нас имеется. А у нас имеется вот эта вот туристическая будка. То есть здесь вот можно, по-моему, кофейку взять, еще какую-то ерунду. А, вот всякое барахло туристическое, да. Что-то такого интересного. Ну, пойдем дальше. Книжная ярмарка и красивое такое вот здание. Знаете, а эта вот арка напоминает мне что-то вот киевское, знаете ли. Крещатик, вот там что-то подобное тоже есть. Кому интересно, можно арендовать машину. И снова будка для туристов, которая к тому же не работает. Тоже интересный персонаж, да? Но это вот очень туристическая улица. Если хочется поесть задорого, самое то пройтись по ней. Но вообще здесь красиво весьма. Смотрите, какие интересные персонажи пузатые. Ух ты. Театр, также башня, да? Красивая улица, советую вам по ней пройтись, когда будете в городе. Ну а здесь всякие ресторанчики, чтобы задорого поесть. Уже весна настала, но до сих пор можно выпить глинтвейнчика, то бишь горячее вино, в огромном количестве мест в Тбилиси. Здесь у нас казино, а здесь мост мира. И хороший обзор на набережную. И парк там виднеется в том числе. Вот такой вот вид с моста мира. Прогуляться в парке я вам также советую. А может даже прокатиться на этом воздушном шаре. Ну, на самом деле он такой фейковый слегка, потому что вы поднимаетесь просто на веревочке вверх, да? И потом на ней же спускаетесь. Ну, такой себе шар. Но посмотреть город, думаю, с него красиво можно. Также можно сесть в кабинку и подняться вон туда вот наверх. А для чего? Ну, для того, чтобы хотя бы посмотреть на мать Грузию, которая стоит здесь величественно с чашей вина в руке в одной, и в другой у нее меч. Видите, как красиво? Еще один бар на колесах. Вот он здесь. А здесь какая-то выставка. Ну, не знаю, что-то не очень хочется на эту выставку. Какая-то она странная. Итак, постепенно подходим к старому городу. Это самое мое любимое место в Тбилиси. Какой обзор, а? Круто же? Старый город — это просто кайф в Тбилиси. Смотрите сами. Сюда вам, ребят, не очень советую спускаться. Здесь очень много дорогих ресторанов. И незаслуженно дорогих, знаете. Очень большая переплата. Поэтому в старом городе можно найти что-то подешевше. Кстати, хороший ресторанчик, Хинкали бар номер 1. В принципе, адекватные цены. Советую зайти. Мне лично нравится здесь вот. На площади Мейдан, по-моему, называется, да? Вот написано Мейдан Базар. Ну, интересно, конечно, название, но вот так вот. Кстати, вот написано «Я люблю Тбилиси». Это как тоже не любит, слушайте. Здесь винный бар, всякие экскурсии здесь тоже рядом продаются. В общем-то, здесь, на этой площади, есть что поделать. Я вам так скажу. И валютку обменять можно. Что-то народу только немного, конечно. Но, может, потому что сейчас будний день, поэтому как-то так вот. Тем не менее, движухи тут довольно много. Опять же, парки здесь просто замечательные. Очень чистенько, хорошо. А вот виднеются серные бани вдалеке. Видите, такие пупырышки из земли торчат. Вот это вот они. Сейчас туда подойдем. Вообще, очень зеленый город. Приятно в нем дышится хорошо. Так что мне лично он нравится по этому критерию. Особенно в горах, конечно. Ну, горы они везде в Грузии, поэтому вы их тут везде найдете. Вот серные бани. Причем серные бани, они тут на любой вкус и бюджет, скажем так, есть.
Можете пройтись, найти какие-то общественные бани недорогие, можете прогуляться дальше, и там будут такие более элитные бани, в которых, ну, по кайфу, что ли. Крепость, конечно, красивая вверху, да? Очень мне нравится она здесь. Вот можете зайти в эту баню, Royal Bath. Не знаю, не проверял там цены, но я думаю, что это в районе 100 лари, там от 100 до 300 в целом, я так смотрю. От 100 до 300 лари я имею в виду за кабинку, полноценную кабинку, короче говоря. Не просто общественную, где там много людей, да, именно свою, личную. Так что да, так-то, в принципе, цены разные есть. А вот самая красивая, на мой взгляд. Давайте туда подойдем. Ох, какой козырный автопром родной. Так вот, это та самая баня, которую восхвалял Пушкин. Что он говорил, что тифлисские бани, они самые крутые. Давайте посмотрим на эту табличку. Видите? Вот эта табличка. Все по классике. Мост с замочками. Стандартно. Ну, по сути, водопад даже, смотрите. Еще одна баня. Хотя там какой-то недострой виднеется. Кстати, очень крутая витиеватая лестница, по которой, вот видите, сейчас пытается спускаться собака. Вот. Ой, тут собак очень много в городе на самом деле. Ой, они не все очень дружелюбные, как видите, порой. Вообще, летом здесь прикольно. Знаете, ветерок освежает, водичка тут, да. Вот мороженое из вина имеется, я его пробовал. В принципе, приятное. Но сейчас, видите, почему-то все закрыто заборами, и людям приходится как-то пересекать очень странно эту всю речку. Ну, то есть, вот видите, тут типа такой вот мостик находится. Положили какую-то железяку, да, и переходят на ту сторону. Ну, не очень хорошо. Ну, зачем это все? Зачем загородили? А за этим вот забором виднеется водопад. Видите, друзья, вот он тут. Непонятно, зачем было его загораживать. Ну, в общем-то, вот такой вот водопад. Кто-то фоткается на тележке. С собакой притом. Прикольная тоже лавочка. Для влюбленных. Понимаете? Так что, ребята, старый город – это самое красивое место в Тбилиси, на мой взгляд. Вот для прогулок, для фоток, вообще для всего. И, то есть, ну, я думаю, самое интересное место здесь. Как вы видите, в будни никого тут толком нет, что, в принципе, прикольно. А вот крыша бани, кому интересно. Дворики – это самое крутое в Тбилиси, конечно же. Ребята, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, будут еще интересные видео. А вам привет в Тбилиси, приезжайте сюда, здесь вкусно, хорошо, много вина, хинкаль, чего вам только вздумается, в общем-то. В общем, здесь неплохо, приятный город.